На тему того, что портит образ, каждый стилист говорит разные вещи. Но точно в мире моды есть сформулированные каноны на тему сочетания, формы, дизайна, изделий, которые удешевляют, старят, ломают силуэт. Именно это по статистике больше всего беспокоит покупателей. И я предлагаю сегодня поднять этот вопрос. Я не стилист, но тесно связана с миром моды, потому что живу в Милане, у меня свой бренд одежды, я участвую в неделях моды, закончила институт Марангони на факультете фэшн-бизнес, поэтому есть чем поделиться, есть о чем подискутировать с вами в комментариях. Эта тема точно вызовет множество споров, так давайте спорить, потому что именно в споре рождается истина. Пишите свое мнение в комментариях, будем дискутировать. Те, кто давно подписан на мой канал, знают, что я читаю и отвечаю практически всем. Прежде чем мы начнем, очень классную важную вещь скажу. У меня в телеграм-канале есть для вас гайд по трендам 2025 года. Это большое руководство на много страниц в формате PDF. Мы делали с командой для него большую аналитику по всему миру. Там приведены эти тренды. Там же есть рекомендации по классным брендам одежды, рекомендованным лично мной и моими коллегами-стилистами и работниками индустрии моды. Это бесплатно. Вы можете перейти ко мне в Телеграм, скачать этот гайд и использовать его на шопинге, при обновлении своего гардероба и просто при составлении ваших ежедневных образов. Еще раз, ссылка на мой Телеграм, в котором лежит этот гайд, под этим видео. Первый пункт – это вещи неправильной длины. Если вы выбираете брюки или юбку не в пол, то нужно понимать, режут они ваш силуэт или нет. Тут очень простое правило. Прежде всего, вещи должны быть по размеру. Всегда очень визуально дешевит, когда на девушке не по длине руки свитер или слишком узкий жакет или джинсы не того размера. Когда очевидно, что вещь сидит слишком тесно на вас, либо наоборот она очень большая, но не была изначально задумана как оверсайз, это видно, и это не добавляет образу никакой изюминки. Это, кстати, частая ошибка девушек, которые покупают вещь поменьше, натягивают, например, на себя брюки размера S, тогда как бедра размера M. У меня, например, бедра размера M, и я не хочу влезать ни в какие брюки, потому что знаю, что обтягивающая вещь не по размеру, она не сделает вас более стройными, а наоборот, она подчеркнет все то, что вы хотели там куда-то, не знаю, втиснуть, спрятать. Тут самая правильная стратегия – принимать себя и не обманывать себя. Пункт 2 на разбор – это обувь с чуть округлыми носами. Есть ярко выраженные круглые носы, например, как у Miu Miu. Сейчас очень модно. Есть, наоборот, нарочито вытянутые узкие носы, как у Prada, как у Balenciaga. А есть туфли такие, знаете, в стилистике фильма «Служебный роман» до преображения главной героини. Женщина из Советского Союза, работающая в бухгалтерии. Если вы не имеете своей целью создать именно такой образ, то этой формы стоит избегать. Третий предмет гардероба, к которому относимся внимательно, это колготки. Рекомендация, чтобы не ошибиться, простая. Если колготки телесные, то желательно, чтобы они были матовые. Или они могут быть плотными, например, молочными, если вы выбираете их под светлые зимние сапоги. Практически идеальные колготки под любой образ – это графитовые и черные 20D. Они смотрятся стильно. Их можно найти у разных производителей под кодовыми словами Puma или Shade. Четвертая вещь из нашего списка колхозных вещей – это футболка. Тут у нас следующая история. Вместо облегающей, тонкой, тянущейся сейчас более актуальна плотная и широкая модель из качественного хлопка. И внимательно смотрим на рукав, какой он формы. Беспроигрышная история, когда он тоже широкий, чуть удлиненный. Я думаю, что есть вероятность, что вы мне в комментариях напишите, что у вас есть такая футболка, с ней все нормально, это же белая классика. Но модная рекомендация не носить ее отдельно. Такие футболки можно оставить в гардеробе, если они чувствуют себя достаточно свежо, но надеваем их под лонгслив, под свитер, либо жакет. Отдельно, особенно с джинсами скини вместе, их лучше не надевать. Опасная дорожка. Пятый пункт – это принтованные вещи. Тут надо понимать, что есть акцентные вещи, а есть просто перегруженные. Акцентную блузку вы сейчас видите на экране, а теперь сравните ее с перегруженной. Это касается не только блузок, но и когда на худи наклеены всякие непонятные надписи, картинки, они могут сильно удешевить образ. Топ-6 нашего списка – это кардиганы. В облипку не актуально. Больше актуальны сейчас длинные, объемные вещи. Очень красиво смотрятся кардиганы в пол. Их можно вообще куда угодно надеть.
надеть, хоть с брюками, хоть с платьями. 7 место в нашем списке занимают рубашки. И тут снова в облипку рубашки мы уже не берем. А какие рубашки, наоборот, модные, да? Это рубашки с длинными манжетами, оверсайз и с крупным декором. Попробуйте их, не бойтесь, что это увеличит вас визуально. Я в начале ролика, наоборот, рассказывала и показывала, что вещь, которая сидит по размеру или даже чуть свободно, визуально уменьшит вас. И напротив, представьте себя в футболке или в рубашке, в облипон. Зачем вам этот стресс? У нас, женщин, всегда есть вот эта мысль, что живот торчит. А такие вещи избавят вас от этого внутреннего напряжения в голове. И эта расслабленность, она будет передаваться в то, как вы транслируете себя в обществе, а ваши сияющие глаза – это, между прочим, очень весомая составляющая женской красоты. 8 пунктом в нашем списке Most Hated идут в целом неотремонтированные вещи. Вещи, которые выглядят уставшими, растянутыми. Это касается вытянутых коленок на брюках и джинсах, катышки, торчащие нитки. Это все те самые элементы, после которых вещь носить больше не стоит. Она отжила свое, все, она устала, расстаньтесь с ней. 9 место нашего рейтинга занимают почетно брюки, жакеты, пиджаки и платья со встроенными ремнями. Друзья, я понимаю, что кажется удобным решением, но чаще всего ничего хорошего из таких комплектов не случается. Лучше подбирать аксессуары отдельно. Это будет гораздо интереснее и качественнее. 10 пункт, один из моих любимых, это одежда с логотипом. Логомания уже давно вышла из моды. Людям не обязательно в глаза тыкать тем, сколько на вас надето денег. Сюда же идут элементы, которые вдруг вирусятся, и все их хотят, надевают на себя, но не стилизуют. Это смотрится как вырванная из контекста деталь, которая при этом есть на всех остальных людях. Сюда сейчас можно отнести даже браслеты Cartier Love или бордовый пуховик, или, помните, одно время все ходили с розами на шее. Тоже был такой тренд. Тут главное вовремя почувствовать вот этот момент, когда лучше это снять. И к этому же пункту я хочу еще отнести подделки, фейки. Да, с одной стороны, агрессивное брендирование и краткосрочные завирусившиеся бренды и фейки как будто бы из разных категорий, но это все об одном. Это о том, когда ты надеваешь на себя что-то, что ты не чувствуешь, к чему ты не имеешь отношения, и это не играет в твою пользу. Как вы знаете, что old money, вот этот стиль old money, которому все хотели следовать, на самом деле он не про то, что на тебе конкретно надето. Он про категорию людей, у которых действительно давно есть деньги, и они не ходят в логотипах на показ. Все о том, что если у тебя действительно деньги есть, и ты спокоен насчет этого, то не будешь ты людям в глаза этими деньгами сыпать. Ну и 11 пункт в нашем Fashion Hate рейтинге – это вещи с плохой фурнитурой. Заметные пластиковые пуговицы, дешевые молнии – это все негативно влияет на общее восприятие вашего образа. В одном из предыдущих выпусков на своем канале я рассказывала о том, что у Zara, несмотря на то, что они копируют подиумные коллекции других брендов, и в этом, собственно, заключается их бизнес-модель, очень успешная, но, несмотря на нее, у Zara тоже есть свой ДНК. И это блейзеры с такими пуговками по рукаву. Так вот, эти блейзеры умеют найти нормальное качество, но лучше будут работать на вас классические вещи без узнаваемой фурнитуры масс-маркета. Как опция, если вам очень понравился, например, какой-нибудь жакет, и все, что вас не устраивает на нем, это пуговицы, то их можно перешить, и это совсем недорого стоит. Ну что ж, вот такой получился у нас рейтинг модных нет. Если вы хотите что-то добавить или, наоборот, с чем-то не согласны и нужно это из списка исключить, я открыта к дискуссии в комментариях, давайте продолжим там. Пишите, какие модные нет у вас, что, наоборот, вы считаете составляющей классного стиля, будем обсуждать и учиться друг у друга новому. Ну а у меня на этом все. Если вам было интересно смотреть, пожалуйста, поставьте лайк, это очень важно для каждого создателя контента. Мы очень стараемся, и каждый лайк важен для алгоритма. Подпишитесь также на канал, потому что у меня здесь эксклюзивная информация с недель моды, из винтажных бутиков Милана, закрытых фабрик Китая, Вьетнама. В общем, контент, которого вы не найдете на других каналах, найдете только у меня про модный бизнес и предпринимательство. Ну а у меня на этом все. С вами была Анна Куц. Всего вам хорошего и до новых встреч!